Раз, два, три, поехали. Я приветствую всех любителей бодибилдеринга. У аппарата Star Motor со своими мышечными пучками. Правый пучок, левый пучок и последняя коронная мышечная поза. Мы начнем с того, что в последнее время в мировом профессиональном бодибилдинге больших успехов добиваются люди, как правило, с не очень высоким ростом, которые ниже 180 сантиметров. Это объясняется тем, что для создания общей массивности невысоким людям нужно нарастить меньше килограмм новых мышц. Соответственно, и делать это им проще, чем тем, кто обладает высоким ростом. К тому же, атлеты с небольшим ростом затрачивают меньше энергии при выполнении различных комплексов упражнений. Поэтому зачастую в бодибилдинге побеждают карлики, ну или те, чей рост чуток повыше, чем у карликов. Хотя в поддержку высокорослых людей можно сказать, что все-таки самыми многократными мистерами Олимпия были атлеты с достаточно высоким ростом. Например, восьмикратный мистер Ронни Коллиман имел рост 180 сантиметров. Еще один восьмикратный мистер Ли Хейни был еще выше, его рост 181 сантиметр. Ну и самым высоким и прославленным билдером был и остается, конечно же, семикратный мистер Арнольд Шварценеггер. Его рост был целых 188 сантиметров. Он даже выше меня на пару сантиметров, прикиньте, вот примерно вот так вот где-то. Но в этом видео мы сделаем обзор на 6 самых ярких представителей низкорослого сегмента атлетов, которые считаются одними из лучших бодибилдеров всех времен в своем росте. Их еще называют убийцами гигантов. Мы начнем с самых высоких и закончим самым низкоросленьким. Итак, шестое место. Франко Коломбо с ростом в 166 сантиметров. Франко был бодибилдером непростым, как в общем-то и его путь к мировому успеху. Он является уроженцем из Италии, но как только подрос и стал самостоятельным, то уехал в Америку. И чтобы хоть как-то там жить, стал работать каменщиком и совмещал это с тяжелыми тренировками в зале. Благодаря этому он смог ворваться на сцену бодибилдинга. Еще он был лучшим другом самого Арнольда Шварценеггера, а с арнольдовскими связями эта дружба очень помогала Франко продвигаться и обходить своих соперников, кроме самого Шварца, конечно. Но так или иначе, Коломбо был талантливым культуристом и 2 раза становился мистером Олимпия в 1976 и 1981 году. А еще в 1977 году он успел поучаствовать на мировом турнире по силовому экстриму, но по случайности сломал себе ногу. После этого долго лечился. Ну а когда выздоровел, его ноги стали разными в объеме. Одна меньше, а другая больше. Но это не помешало Коломбе стать мистером Олимпия. Одним словом, талант. Пятое место. Ли Прист с ростом 163 сантиметра. В жизни Ли Приста получилось так, что это не он выбрал бодибилдинг, а бодибилдинг выбрал его, потому что он изначально родился в семье профессиональных культуристов. Поэтому Ли с раннего детства начинал приучаться к этому виду деятельности. В 13 лет он уже победил на своем первом турнирчике. После этого Прист окончательно понял, что если он продолжит так и дальше, то его ждет успешная и громкая карьера. Так оно, в общем-то, и получилось. В возрасте 20 лет у него уже было построено впечатляющее телосложение, и он дебютировал на профессиональный уровень. За свою качковскую карьеру он 6 раз успел поучаствовать на турнире Мистер Олимпия. 3 раза он занимал там 6-е место,
обходя таких легенд, как Крис Кормье, Флекс Уиллер, Декстер Джексон, Джей Катлер и Ронни Коллиман. В то время они еще только начинали свой путь к вершинам бодибилдинга. В 2004 году Ли Прист ушел из федерации IFBB, будучи уже известным и популярным атлетом. Причиной ухода стал какой-то там скандал, после которого его попросили покинуть эту федерацию. Но он продолжал соревноваться в других федерациях. Например, он победил на турнире «Мистер Вселенная» 2013 года по версии NABBA. По мнению многих экспертов, несмотря на свой маленький рост, у Ли было одно из самых эстетичных телосложений в бодибилдинге. 4 место. Мохаммед Беназиза с ростом в 160 сантиметров. Начиная с 1987 года, когда Мохаммед весил всего 70 килограмм, он победил на своем первом чемпионате мира в легком весе. Затем, перейдя в профессионалы, он нарастил еще 14 килограмм мышц. И такие увеличенные габариты давали ему возможность конкурировать с теми атлетами, которые во много раз превышали его в росте и массе. В 1989 году он занял 5 место на Мистере Олимпия, и с того времени Беназиза начал буквально врываться в элиту мирового бодибилдинга. В 1990 году он победил сразу на 6 турнирах, затем в 1992 взял еще 2 титула на 2 выступлениях. В том же году Мохаммед занял 2 место на соревнованиях Арнольд Классик и потом вошел в 5 лучших атлетов на турнире Мистер Олимпия. За свою карьеру Беназиза один раз даже смог обойти самого Ронни Коллимана в тот год, когда Колли еще был новичком и только начинал соревноваться. Еще Мохаммед был одним из 2 атлетов в истории, кто смог победить самого Дориана Ятса. Ятс тоже тогда, по сути, еще только начинал выступать. В том же 1992 году, когда Беназиз был 5-м на Олимпии, он трагически упокоился буквально сразу после своей последней победы на одном из турниров в возрасте 33 лет. Есть много версий, из-за чего Мохаммед так скоропостижно ушел из этой жизни. По официальной версии, у него было наследственное заболевание кровеносной системы. Ну а самая распространенная версия, которая разошлась среди обывательских масс, это то, что во всем, конечно же, виноваты стероиды. И то, что все болячки были спровоцированы анаболиками. И в этом, наверное, есть доля правды. В общем, этот Беназиза вошел в историю как один из величайших билдеров, так называемых убийц-гигантов. Уважаемые господа культуристы, я сейчас, когда монтировал это видео, то не ожидал, что оно получится таким длинным, поэтому я решил разделить его на 2 части. В следующем видео мы узнаем заключительную тройку величайших низкорослых бодибилдеров всех времен.